Доброго времени суток. Сегодня уже достаточно поздно. У меня тут в часовом поясе достаточно поздно. Но увидел потрясающий совершенно анализ. Потрясающий анализ. После партии, которую сыграл Матео Бохум с Хармом Вилсмой. Анализ, насколько я понял, в основном Харма Вилсмы. Я вам просто анонс дам, чтобы вы посмотрели вот полностью партию на сайте Вигора Веселинка 10/10.org, то есть известный шашечный аналитический сайт, там есть композиция. Но вот посмотрели именно аналитику. На турной базе очень большая аналитика была. И вот я понял, что Вигор Веселинка скомпилировал. И посмотрите, конечно, обязательно посмотрите. Вот посмотрите мое видео. И посмотрите обязательно партию там. И на турной базе посмотрите все анализы. И у Вигора Веселинка обязательно посмотрите. Потому что я думаю, что, ну вот в принципе, конечно, что-то я чуть-чуть покажу. Но я не покажу то, что есть там именно на сайтах. На этих сайтах. Вот у Вигора Веселинка написано, что Харм Вилсма, ну вот я читал сначала, давайте начнем с того, что я читал сначала турную базу, то есть Харм Вилсма сначала обещал, и потом я понял, что аналитику все-таки выдал аналитику, причем вот Вигор Веселинка пишет, вроде бы, как у меня по переводу, 3 дня он анализировал, причем без компьютера, то есть он видел в партии, я понял, что видел он достаточно много, как всегда. Я подчеркиваю, это очень важно. Всегда видит именно Харм Вилсма. И сейчас вот даже вот он, когда за клубный чемпионат играет, очень многие вещи видит, очень многие идеи видит. И у меня много партий, кстати, его. Посмотрите, вот у меня на канале. Я напоминаю, сейчас я начал делать субтитры на разных языках. Посмотрите, то есть будет очень полезно. Будет очень полезно. Ну, давайте я сделаю маленький анонс. Ну вот, позиция, вот видите. Когда-то вы видели такое или нет? Тут у меня один вопрос просто. Видели или нет? Ну, фантастика какая-то. Это вот в аналитике. Давайте смотреть. Итак, Матео Бохум и Харм Вилсма. Вот получилась острая вот эта вот закрытая рогатка. Ну что сказать, здесь очень точно надо играть в этой рогатке. Есть, конечно, определенные наработки по этому дебюту, ну, очень точно надо играть, потому что какой-то неточный ход и позиция, что у одной, что у второй стороны может стать достаточно нехорошая. Ну вот, вроде бы здесь стандартно все идет. Я покуда даже, не хочу здесь сильно вам какие-то комментарии давать, я думаю, это не нужно. Просто показать, как она пришла, позиция именно к тем вариантам, что потом будут. Ну вот, здесь, конечно, начинается. Выходит он из этой закрытой полурогатки. Здесь очень начинаются, конечно, очень конкретные. И сейчас начнутся и очень интересные варианты. 19-23, ну идея, конечно, чтобы напасть, и вот напал и отбился Харм Вилсма. Вот, давайте отсюда начнем. То, что я подсмотрел интересные моменты, ну, как я уже говорил, еще раз, посмотрите обязательно, посмотрите, что там на сайтах на этих. Очень красиво разберитесь, очень красиво, вы получите просто сумасшедшее удовольствие, я думаю. И такого, может, даже кто-то не видел. Ну, я такого вот, не помню. Были позиции какие-то, но вот конкретно там, что дальше было, я не видел там некоторых моментов. То есть были эти зажимы, были. Это не новое все. Смотрите, то есть, естественно, на пятерку, потому что сюда бить на тройку не побьешь. Вот этот момент. На пятерочку побили. Отдаем.
Были моменты, конечно, с этим зажимом у Андейка, по-моему, были вот даже, может где-то даже на канале есть. Ну, вот такие моменты начинаются. Вот, интересно, смотрите. Вот. На 19 вот и проигрывает. Кажется, что ход хороший. А вот этот ход как раз-то проигрывает сюда. И, допустим, 48. Просто выжидаем. И вот на 13. Видите, не видно ничего. То есть остаются вот эти вот шашки. Просто остаются. Просто остаются. Так, дальше. Я вот боюсь что-то здесь пропустить, но что-то пропущу. Далее, есть вот этот вот, идет, давайте еще вариант посмотрим. На 19 не надо, здесь указывается вот этот вот вариант на 50. И вот именно здесь, видите, ценой больших усилий прорываются. Вот это вот ничейная именно позиция указывается. Ничейная позиция. Но тоже вот сложно, конечно, то есть... Так, это я уже, ну я перескакиваю где-то, неудачно, конечно, перескакиваю, но как получается. Далее. Если пойти сюда, то 34,29 на 30. Ну, вот здесь вот вроде бы тут ничейная позиция. Вот это вот. Вот такая позиция. Так, где-то еще. Ну вот этот мы вариант уже смотрели, да. Вот этот вариант ничейный смотрели. Ну вот я вам советую здесь вот этот момент, ну советую просто. Я думаю, что мое даже видео как анонс. Выступит вот анонс того, что вы можете посмотреть просто на сайте. Потому что там долгая очень аналитика и шла. Вот я говорил, что пишут, что Вилсман 3 дня вообще анализировал без компьютера. То есть какие-то идеи у него были в партии. И потом вот он аналитику дал. Ну и вот Вигор Веселинка, я понял, что там все скомпилировал это. Я где-то могу что-то ошибаться, но если ошибаюсь, ну это не столь важно. Главное вот красота вся. 9-14, вот в партии было 9-14, 38. Ну и я думаю, здесь тоже вот так, 38, 10, 33, можно было просто 43-38 сыграть. Ну и вот надо было, к сожалению, наверное, Харму Вилсме надо было вот пойти так. Ну и тут как-то позиция не сильно хорошая. Не хорошая, точнее сказать, у черных совсем. Может, что-то там анализируется. Но вот он пошел 33-29. То есть, идея какая? Так, что тут сказать по этой позиции? Хотим пойти 34-30, отдать 2 и побить 3. Вынуждает практически ход 14-19. И вот он где-то здесь, видно, не досчитал вот комбинация, которая была. Но здесь ничего не остается уже делать. Здесь эта позиция как раз очень плохая уже у белых. Почему? Потому что надо, вот это 33-28. Есть, конечно, вот эти ходы, но здесь что-то вот, ничего не видно здесь. Вот эти, конечно, есть ходы, но это должно все, ну, не хочу даже смотреть, должно все проиграно. Понятно, что там в противном случае там без шашки это все проиграно. А вот 33-28 и Харм провел комбинацию стандартную. Ну что я вам еще раз хочу сказать. Посмотрите, вот. Вот я, кстати, наверное, что-то еще не этот. Показал вам, не показал. Вот эту. Вот позицию, кстати, он, наверное, не показал. Самое, наверное, основное тут не показал. Видите? 1 и вот. Такая вот, еще раз. Вот, наверное, да, не показал вам еще. Да, вот эту я позицию вам не показал. 34, 29, 25 и вот 29. Если 23, то жертва. И 21, 17. Ну, вот такая вот картинная позиция, конечно, получилась.
Потрясающая, конечно, позиция здесь. И я с вами прощаюсь, и обязательно посмотрите, конечно, все на сайте, обязательно. Это чисто анонс. До новых встреч.